Спустя годы влюбленные дошкольники теряют связь, и случается немыслимое. Пути Лоры и Мэтта Гроски впервые пересеклись, когда им было по 3 года, когда они ходили в детский сад. Между ними установилась невероятная связь, и они были неразлучны с того момента, как увидели друг друга. Все знали, что их связывали узы, но никто не думал, что из этого что-то выйдет. С течением жизни многие из тех дружеских отношений, которые формируются в дошкольном возрасте, забываются. Именно это и произошло с Лорой и Мэттом. Даже такая особая связь была разорвана, когда они расстались, чтобы жить дальше. Так продолжалось до тех пор, пока много лет спустя в это дело не вмешалась судьба. Путешествие, которое привело к тому, что маленькие Мэтт и Лора познакомились, когда им было всего по 3 года, оба посещали один и тот же детский сад в Финиксе, штат Аризона. Это было мгновенное знакомство, и с этого момента они стали лучшими друзьями. Все осознали, какая невероятная связь их связывает. Мэтт впервые увидел Лору на игровой площадке в своем детском саду, и его сразу же потянуло к ней. Родители и учителя пары не придали этому особого значения, только восхитились тем, насколько очаровательной была их дружба, что они установили связь, которая выдержала испытания расстоянием и временем. Первое, что Лора подумала о Мэтте, как о потерявшемся щенке, было то, что он был дурачком, который ходил за ней по всей детской площадке. Это правда, что Мэтт ходил за Лорой по пятам, как потерявшийся щенок, однако все остальное осталось в прошлом. Как только Тайм начал взаимодействовать с Мэттом Хуком, они сблизились. Они все делали вместе, и их всегда видели гоняющимися друг за другом по детской площадке. Они играли в прятки, бодрствовали во время дневного сна и вместе проказничали. Это была прекрасная дружба, но никто не знал, что будет дальше. Держась за руки, эту пару можно было назвать только неразлучной. Лора всегда выбирала Мэтта в качестве партнера, когда дошкольники отправлялись на экскурсии. Он всегда заставлял ее смеяться, и на прогулке они держались за руки. В детском саду им было недостаточно просто играть вместе. Они также играли вместе после школы. Пара вместе ходила в кино и держалась за руки, когда показывали страшную сцену. Их дружбой восхищались, но мало кто думал, что она может продолжаться и после дошкольного возраста. На протяжении всей своей жизни Мэтт постоянно пытался произвести впечатление на Лору. Он использовал различные способы, чтобы привлечь ее внимание, но больше всего ему нравилось декламировать самые запоминающиеся строчки из диснеевских фильмов. Его любимым фильмом, в котором требовались реплики, был «Король Лев». У них была милая дружба, Мэтт делал все возможное, чтобы привлечь безраздельное внимание Лоры, в то время как Лора с не меньшим удовольствием проводила время с Мэттом и даже научила его рисовать виглов. Качались на качелях и ели сыр. Было ясно, что они были лучшими друзьями, и никто не мог забыть, каким очаровательным он был. Взрослые сомневались в этом. Лора и Мэтт создали вместе самые приятные воспоминания, которые останутся с ними на всю жизнь. Однако многие не предполагали, что дружба пары продлится так долго. С другой стороны, Мэтт думал иначе и заявил об этом в присутствии большой толпы. Заявление Мэтта, сделанное им в течение 3 лет. Он был убежден, что их отношения продлятся долго, поэтому встал перед классом дошкольного образования и заявил, что однажды женится на Лоре. Он закончил свое выступление словами: «Подождите, только в дошкольном учреждении никто не воспринял слово Мэтта всерьез». Вместо этого одноклассники в ответ разразились смехом. Однако это не помешало Лоре и Мэтту остаться такими же близкими, как и прежде. Они по-прежнему все делали вместе, даже если никто не понимал их связи. И родители Мэтта, и родители Лоры были поражены тем, как быстро пролетело время. Теперь, когда пришло время отдавать своих детей в детский сад, обе пары родителей были поражены тем, как быстро выросли их дети. Разные растения. Если посмотреть на их взаимоотношения, то казалось очевидным, что обоих детей отдали в один и тот же детский сад, не так ли? Что ж, оказывается, это была не идея родителей. У родителей были совершенно противоположные взгляды на своих детей. Разрушенный. Родители Мэтта и Лоры отдали их в разные детские сады. Это не было преднамеренной ссорой, но было ясно, что обе пары родителей не до конца осознавали, насколько глубока связь между двумя детьми.
Как и ожидалось, это было нелегко для обоих детей. После поступления в детский сад дети по-прежнему поддерживали связь. Однако то, что они не виделись каждый день, сказалось на их отношениях. Они виделись время от времени, пока не наступил 2000 год. Именно тогда они достигли еще одного успеха, поступив в старшую школу, подвергнув свою дружбу испытанию. Более того, время пролетело молниеносно. Не успели все опомниться, как Лоре и Мэтту пришло время идти в старшую школу. Этот хит стал для них самым большим испытанием на сегодняшний день. К сожалению, из-за этого испытания их пути разошлись. Они полностью потеряли связь. В течение следующих 7 лет семья общалась только с помощью ежегодных рождественских открыток. Благодаря этим открыткам мы следили за развитием Мэтта и Лоры, но не было ничего, что стоило бы для поддержания дружбы. Они никогда не забывали о своей дружбе, но и не слишком задумывались о своем прошлом. «С глаз долой, из сердца вон» — эта поговорка была верна и Мэтту, и Лоре. Когда они не видели друг друга, это приводило к тому, что другой терял их из виду. Постепенно, с годами, они начали терять интерес к тому, как их жизнь выглядит на рождественских открытках. Продолжая жить своей жизнью, Мэтт и Лора шли своим путем, создавая новые воспоминания и дружбу. Обычно они оба все меньше и меньше думали друг о друге. Однако никто не мог предположить, какие экстраординарные события вот-вот должны были развернуться. Начался первый учебный год, старшая школа подходила к концу, и Лоре и Мэтту пора было переходить к следующему занятию. В старшей школе начинался, возможно, самый захватывающий этап их обучения. На данный момент их воспоминания о дошкольном возрасте уходят корнями далеко в прошлое. И снова давно потерянные друзья-дошкольники поступили в разные школы, что делало маловероятным их воссоединение. Жизнь продолжалась как обычно, пока Лора не проверила телефон своей подруги, и не произошло нечто удивительное. Совпадение или судьба? Лора искала в списке контактов телефона своей подруги номер Мэтта Гроски. Это был невероятный момент, который, как думала Лора, не мог быть реальным. Она спросила, откуда ее подруга знает Мэтта. Это было странное совпадение. Еще в старших классах подруга Лоры рассказала, что знала Мэтта Гроски, потому что они учились в одной школе. И теперь она начала рассказывать о дружбе, которая была у них с Мэттом и Лорой в дошкольном возрасте. Она не слишком задумывалась об интеграции со своим другом. Однако у ее подруги были другие планы. Подруга Лоры была в восторге от идеи воссоединения Лоры и Мэтта. Однако Лора отнеслась к этой идее настороженно. Вопреки желанию Лоры, ее подруга передала Мэтту свой номер телефона, чтобы они могли снова связаться. Реакция Мэтта была совершенно неожиданной. Вскоре Лора получила текстовое сообщение от Мэтта. Они договорились встретиться снова и пошли в кинотеатр. Мэтт сказал в интервью People, что между ними как будто не прошло и минуты. После 2 недель первой встречи Лора и Мэтт официально начали встречаться. Теперь их ничто не останавливает. Несмотря на то, что они учатся в разных школах, им удалось сохранить свои отношения на протяжении всей карьеры и учебы в старшей школе. Они даже ходили друг к другу на школьные танцы. Однако им предстояло преодолеть еще больше препятствий вместе. Они все еще не были в безопасности. Пара стала такой же неразлучной, как и в дошкольном возрасте. Однако вскоре наступил Новый год, и это повлекло за собой новые испытания, с которыми паре пришлось столкнуться. Пришло время поступать в колледж. Они оба учились в разных колледжах, которые также находились в разных штатах. Любовь на расстоянии. Мэтт и Лора не хотели, чтобы то, что произошло в дошкольном учреждении, повторилось, когда они уехали в колледж. Они были готовы к отношениям на расстоянии. Чтобы поддерживать связь, супруги использовали социальные сети и FaceTime и время от времени навещали друг друга в кампусе. К концу первого курса стало ясно, что они родственные души, но Мэтт не хотел, чтобы расстояние ставило под угрозу их отношения. Именно тогда он решил, что после первого курса произойдет нечто такое, что навсегда изменит жизни Лоры и Мэтта. Чтобы отметить окончание их первого курса в колледже, Мэтт устроил романтический праздничный пикник. Он сказал Лоре, что это будет пикник в детском саду.
Однако Мэтт запланировал гораздо больше, чем Лора могла себе представить. Нервы у него были на пределе. Мэтт хотел создать этот символический момент как свидетельство их уникальной истории любви. Однако всю дорогу Лора чувствовала, что Мэтт волнуется. По правде говоря, Мэтт начинал нервничать из-за того, что он задумал. Лора была совершенно потрясена, когда неожиданно прибыла в пункт назначения. Это было даже не самое приятное. Внезапно Мэтт опустился на одно колено и попросил Лору выйти за него замуж. Ее ответом было удивленное «да». Однако она была озадачена тем, как Мэтт все это спланировал без ее ведома. Мэтт сделал Лоре предложение в мае 2015 года. Однако он купил обручальное кольцо с благословения отца Лоры за 2 месяца до того, как сделал ей предложение, и даже планировал, что ее брат будет в детском саду, чтобы все заснять на камеру. Следующий шаг? Пара поженилась в декабре 2016 года. Церемония доказала, что настоящая любовь действительно существует. Для их первого танца была выбрана песня Элтона Джона «Can You Feel the Love», которая, конечно же, была отсылкой к тексту из «Короля льва», который Мэтт часто читал Лоре, когда они были детьми.